Здравствуйте, уважаемые зрители! Очень рада нашей встрече. Большое спасибо вам за поддержку, за ваши добрые отзывы в адрес нашей ютубной странички. Благодаря вам я чувствую себя настоящей звездой экрана. А это, надо признаться, чертовски приятно. Сегодня я приглашаю вас на очередную прогулку по моему дачному саду. Казалось бы, мы его уже обошли вдоль и поперек. Но, думаю, остались еще некоторые места, потаенные уголочки, в которые я и сама-то не каждый раз заглядываю. Но вместе нам будет с вами очень интересно там побывать. А это красавица тритома или книфофия. Она довольно неприхотлива. Ну, единственный ее недостаток – это короткий период цветения. Но зато зелень ее, листочки, они стоят до глубокой осени, украшая клумбы. Книфофии у меня два вида. Как точно называется, какой из них, не знаю. Считала, что это вообще один и тот же вид. Растут они у меня на разных клумбочках. И вот обратите внимание, у этого цветка листья зелененькие, зеленые от самого корня и до верхушечки. Чуть-чуть на краешке листика видно такое красноватое пятнышко, кончик немножко такой красноватый. А сейчас я вам покажу книфофию другого вида, и вы сразу же увидите, в чем разница. Эта книфофия зацветает раньше всех. Первая зацвела на клумбе. А это книфофия другого сорта на моей второй клумбочке. И вы разницу, наверное, заметили сразу. Здесь концы листьев более обильно окрашены в такой красновато-коричневый цвет. Кажется, вроде как подсушенные немножко. И на сегодняшний день цветочный бутон только-только начинает развиваться. Но листья красивые, развесистые, будут стоять до конца осени. А вы видели когда-нибудь, как цветет ежевика? Я, например, не видела никогда. Можно сказать, первый раз сейчас любуюсь на это великолепие. Ежевику пыталась развести в своем саду много раз, но она у меня не приживалась. Я выбирала сорта более современные, высокоселекционные, чтобы были не колючие, чтобы были крупные ягоды. И они у меня плохо очень развивались и погибали. И я на это дело как-то вообще махнула рукой. А вот несколько лет назад посадила у себя в саду самые обычные кусты, или вернее кусты самого обычного сорта ежевики. И вот за 2 года буквально она у меня разрослась. Пускает такие вот побеги грандиозные. Сейчас покажу вам. Вот. Какой побег мощный. И вот ниже мощный побег. Но зато полюбуйтесь, какие на них и мощные колючки. Ну что ж, надо будет очень осторожненько с ними обращаться в специальных перчатках, чтобы этими шипами не поколоть сильно свои ручки. Ягодки были здесь в прошлом году, но не очень крупные. И они как-то появились уже ближе к осени, почти не вызрели. Ну, посмотрю, что будет в этом году. И, конечно же, не могу сегодня расстаться с вами, не показав вот этот чудесный жасминовый куст. Кустов жасмина у меня очень много, разбросаны по всему саду. Кое-где растут изгородью вдоль забора, кое-где это просто одиночные кусты. Покупала я их одновременно.
одного сорта. Ну, вы видите, что творится. Вот рядом два абсолютно одинаковых куста, ну, как бы одного и того же сорта. Но один кустик, вот он какой уже, распустившиеся цветочки, благоухает. А рядышком только-только готовится раскрываться. Ну, как бы то ни было, этот сорт жасмина я покупала как жасмин простой. А один кустик есть у меня жасмин махровый, но он еще не расцвел. Цветочки закрыты. И надо сказать, что он не такой ароматный, как жасмин простой. Вот и подошла к концу наша прогулка. До новых встреч! Кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь, ставте лайки і пам'ятайте, в нас обов'язково все буде добре.